Многие коллекционеры, неважно чего на свете, они считают, что это некая болезнь, свойство организма, требующее что-то собирать. Люди, которые не собирают ничего, они уверены, что это все группа сумасшедших, да, какая-то собирает там, у кого антиквариат, у кого спичечные коробки, у кого сковородки и так далее. Но, с другой стороны, на мой взгляд, вообще коллекционирование то же самое, что собирание грибов. Ну что, это маниакальное? Да, маниакально, да, собиратель грибов, условно. Я Саша, мне 57 лет. Я фалерист. Начало было весьма оригинальным, потому что я оказался в доме своего двоюродного брата, у которого было невозможное, немыслимое количество значков, посвященные космосу. Красоты нечеловеческой. Нечеловеческой. И я обалдел, он увидел глаза, дошкольника. И, видимо, настолько у меня была обескураженная физиономия, что он говорит: давай ты будешь собирать значки. Тут же был приглашен мой папа, мама, и им было сказано, что давайте вот Саша будет собирать тоже значки. А какая коллекция должна быть значков? Он говорит: слушайте, собирайте Ленина, это навечно. Да, я испытываю невероятный кайф, когда получаю новый значок. Причем принцип очень простой, как в преферансе. Главное не выиграть, главное получить. Поэтому, когда ты его находишь и оплачиваешь его, например, там, на аукционе или там, в письме говоришь: да, сейчас пришлю вам перевод, то это вовсе не означает, что ты его получишь. Поэтому пока он к тебе не приедет нарочными, Почта России или иной формой, то только в этот момент ты начинаешь, понимаешь, от радости, как при повышенном тонусе, испытывать такой вот какой-то кайф. До этого момента ничего не происходит. Оцепенение в такое от радости обладания, оно происходит на уровне: ты получил, какое-то время держишь его на столе, не помещаешь его ни в кляссера, никуда. Он с тобой какое-то время живет, ты его оцениваешь, там, да, такой радостный, как ребенок, которому купили игрушку, ну да. Да. По поводу значков, которых нет ни у кого, могу сказать сразу. Существует иллюзия, как с «Черным принцем», там, знаете, там, первая марка, и типа их там с гулькин фиг. Но это все иллюзия. Это иллюзия. Значков, которых нет ни у кого, конечно, у меня есть. Но это самоделки. Это самоделки. Это вот как колоссальное количество значков было выброшено за несколько лет на рынке. Это самопальные комсомольские значки на всем, чем можно, Миша. На всем, чем можно. На меди, на олове, на чем угодно, все металлы, которые могут быть. Это дембельские значки. Особенными возможностями отличались те, кто состоял в обществах, да, и главным образом союз журналистов, например. Вот эти перцы, они имели возможность покупать значки прямо напрямую, чуть ли не с заводов. И у меня постигло разочарование однажды, когда я понял, что, в общем, моя коллекция практически ничего из себя не представляет, потому что у меня очень мало значков без цены сзади. А именно значки без цены сзади, да, которые или раздавались, это конференции, или сделаны специально к празднику и так далее, это и является, собственно, объектом коллекционирования. А обычные очки, которые продаются вот так вот в ларьке, это есть у всех.
Я расстроился, понял, что жизнь совершенно не состоит из такого только азарта, увлекся чем-то другим и тему забросил. И потом, совершенно случайно, совершенно не надеясь на то, что мне попадется что-то в мою коллекцию, она была у меня и была, и от нечего делать я нажал на кнопку «Значки Ленин» и покрылся просто вот такой красной коркой с пупырами от просто шока. Оказалось, что промежуток времени, там, условно, со школьного возраста до, там, не знаю, ну, там, условно, там, до моих уже таких знатных лет, там, где там 40 уже лет человеку исполнилось, за это время флористы организовались, на рынке невероятное количество потрясающих значков. И я решил, думаю, давай попробую возобновить эту коллекцию. Ленин с нами, из нас не остыла боевая душа. И очередной шок у меня наступил, когда я понял, что у меня есть конкуренция. Просто невероятная. Да, эта конкуренция исходила из ряда городов, из Сибири, из Татарстана, где люди этим занимались уже очень давно и весьма профессионально. И я ограничил свою коллекцию столетием Ленина, то есть 1970 год. И думал, ну вот я начну забирать и только его, этот год, и я буду в этом смысле сегментарен. Ну и тут оказалось такое, в общем, весьма наивное мое предположение, потому что и на этом рынке оказались весьма серьезные игроки, которые прямо, ну, страшное дело. Я составил им конкуренцию, кое-где оказался более удачлив, чем они, но в целом базово, я думаю, у меня далеко не самая большая коллекция столетия Ленина значков. Думаю, где-нибудь я там 3-й, 4-й, 5-й. И самый обидный момент в этом во всем, что, как в любом соревновании, ты хочешь быть не то что первым, а ты, имея информацию о каком-то знаке, ты хочешь его получить всеми правдами и неправдами. А его нет. А его нет. Не 3 миллиона долларов, не 2 рубля. Вот нету и все. И в какой-то момент я понял, что мое собирательство, оно подходит к какому-то логичному завершению, потому что очень мало, к сожалению, очень мало дополнений в коллекцию. И те 200-300 значков, которые я мечтаю иметь, мне их взять негде. А на сегодняшний день у меня 10 тысяч значков с Лениным, с изображением Ленина, с надписью «Ленин». Это не очень правильно, но я решил, что так можно сделать. С надписью «Ленин». И, пожалуй, все. Поэтому моя коллекция увеличивается очень-очень медленно. Мои мечты о получении каких-то отдельных знаков, к сожалению, растворяются просто в каком-то небытие, потому что я понимаю, что, скорее всего, я этих значков не получу никогда, просто потому что их негде взять. И руки на плечи положит, и как товарищ в борьбе. И если никто не поможет, то Ленин поможет тебе. Ленин поможет тебе. Радость получения нового экспоната, ощущение, что у тебя есть какой-то серьезный такой продукт, чем ты можешь гордиться, у меня раньше было, теперь нету. Ну, потому что, по большому счету, это очень внутреннее состояние. Тебе хочется показать, а с другой стороны, тебе не хочется показывать. Потому что конкуренты узнают, что у тебя. А с другой стороны, я расстроюсь сильно, если я узнаю, что у кого-то сильно больше. Понимаешь? И мне покажется, опа, оно, значит, все недостижимо, и пойду и сожгу к черту матери или что-нибудь другое сделаю. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин